Многие случаи психических расстройств не поддаются лечению. Возможно, гормоны — ключ к их пониманию. Имена этих людей неизвестны, но их боль очевидна. Один из пользователей популярной социальной платформы писал, что был довольно близок к тому, чтобы стать еще одним молодым человеком, покончившим за собой из-за депрессии. Другая женщина рассказала о своей скорби за потерянные годы, когда самоубийство казалось единственным выходом. Оба описывали тяжелое психическое состояние, не поддававшееся стандартным методам лечения. И оба в конечном итоге нашли ответы там, куда психиатры редко заглядывают, в низком уровне половых гормонов. Психические расстройства, устойчивые к лечению, затрагивают миллионы людей по всему миру. Примерно треть пациентов, обращающихся к врачам с тяжелой депрессией, относится к этой категории. Для некоторых из них формируется новый научный консенсус, подкрепленный многолетними исследованиями женщин в период менопаузы, согласно которому причиной таких состояний могут быть гормональные дефициты. С биологической точки зрения, эта связь все это время была на виду. Половые гормоны — эстроген, прогестерон и тестостерон, которые вырабатываются как у мужчин, так и у женщин, считаются мощными регуляторами поведения, настроения и реакции на стресс. Протеины, чувствительные к эстрогену, обнаруживаются в различных ключевых областях мозга, и исследования показали, что этот гормон способен усиливать процессы формирования памяти, ее воспроизведения, принятия решений и решения задач. Прогестерон и тестостерон, в свою очередь, оказывают успокаивающее действие через взаимодействие с рецепторным комплексом в мозге. Другие гормоны, такие как кортизол, вырабатываемый надпочечниками, и гормоны щитовидной железы, также влияют на настроение и поведение. Тем не менее, именно данные медицинской практики побуждают ученых все внимательнее изучать роль гормонов в психическом здоровье. Исследования женщин в период менопаузы, особенно за последние 5 лет, показали, что гормонозаместительная терапия помогает облегчить симптомы депрессии и тревожности и, соответственно, снижает потребность в антидепрессантах. Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что более широкая группа людей, особенно мужчины и женщины среднего возраста, потенциально может получить пользу от аналогичного гормонального лечения. Начнем с мужчин. По данным эндокринологического общества, научной организации, около 35% мужчин старше 45 лет страдают от гипогонадизма, состояния, при котором яички вырабатывают мало или вовсе не вырабатывают тестостерон. Среди мужчин в возрасте от 20 до 30 лет это встречается значительно реже. Существуют серьезные пробелы в данных о распространенности гипогонадизма, но эксперты считают, что это состояние широко недодиагностировано и недолечено. Мужчины с низким уровнем тестостерона часто жалуются на депрессию, раздражительность и когнитивные нарушения. Хотя терапия замещения тестостерона не входит в стандартный набор методов лечения депрессии у мужчин, некоторые данные свидетельствуют о ее потенциальной пользе. Метаанализ, охвативший почти 2000 мужчин и опубликованный в 2019 году, показал, что такой вид лечения ассоциируется со снижением симптомов депрессии. Женщины в преддверии менопаузы, период, известный как перименопауза, представляют собой еще одну группу, которая может оставаться вне зоны внимания. Некоторые из них сталкиваются с серьезными психическими проблемами. В период перименопаузы риск развития тяжелой депрессии и биполярного расстройства увеличивался на 30% и 112%, соответственно, по сравнению с риском возникновения этих заболеваний в более ранние репродуктивные годы. Психиатры, специализирующиеся на гормональном здоровье женщин, перечисляют симптомы, которые могут помочь выявить гормонально обусловленные расстройства настроения у женщин среднего возраста. Тревожность, например, обычно связана с конкретным беспокойством или психологическим триггером. Но если женщина просыпается с тревожностью без видимой причины или чувствует тревогу большую часть времени и перегруженность от задач, которые раньше казались вполне управляемыми, это может указывать на гормональную природу состояния.
Она также описывает феномен улыбающейся депрессии, когда женщина чувствует себя нормально в одни дни, а в другие испытывает суицидальные мысли. Ключевые репродуктивные переходные периоды, такие как время после родов, перименопауза и сама менопауза, также являются моментами, когда у женщин может произойти рецидив психических расстройств, от которых они, как им казалось, уже избавились. Женщины могут казаться совершенно здоровыми, но с наступлением перименопаузы сталкиваются с серьезными эпизодами болезни, которые могут повлиять на их отношения и работу. Кроме того, у некоторых женщин наблюдаются серьезные ухудшения психического состояния в течение менструального цикла. Пациенты по-прежнему мало осведомлены о психических расстройствах, связанных с гормональными изменениями как у мужчин, так и у женщин. Однако исследователи начинают уделять этому особое внимание. Врачи и психиатры также должны уделять этому больше внимания. При диагностике психических расстройств клиницисты обычно оценивают психологические, социальные и поведенческие факторы. Гормоны же редко подвергаются тщательному анализу. Если у мужчин уровень тестостерона легко определяется с помощью анализа крови, то у женщин тестирование половых гормонов гораздо сложнее, поскольку их уровень может значительно колебаться от дня к дню. Поэтому вопросы врачей, направленные на выявление чувствительности женщины к гормональным изменениям, включая уточнение, испытывала ли она психические побочные эффекты от гормональной контрацепции, могут быть весьма полезны. Остается еще многое узнать. Насколько чувствительно тело человека реагирует на уровень гормонов, в некоторых случаях может быть важнее, чем сами показатели этих уровней. Эта чувствительность, в свою очередь, может зависеть от состояния других систем организма, таких как обмен веществ и иммунитет. Сон тоже может играть роль. Половые гормоны существуют для того, чтобы оптимизировать нас для воспроизводства, а для этого требуется слаженная работа множества систем. Трудно точно определить, сколько психических расстройств обусловлено гормональными факторами. Но уже сейчас достаточно доказательств, чтобы относиться к гормонам и их влиянию на психику более серьезно у представителей обоих полов. Гормонозаместительная терапия долгое время вызывала подозрения из-за необоснованной тревоги по поводу ее безопасности. Ее реабилитация стала благом для женщин в период менопаузы, их семей и общества в целом. Признание гормонов как потенциального средства лечения психических заболеваний может помочь большему числу женщин и мужчин на протяжении всей жизни.